Время летит незаметно, и чем дальше мы движемся, тем больше мы отмечаем юбилеев. То одному проекту детства стукнет двадцатник, то другой, некогда свежий релиз, в который мы буквально вчера катались с пацанами, уже превратился в нестареющую классику. И среди всех прочих игр в этом году отмечает свое 20-летие поистине легендарный тайтл паучьей франшизы Ultimate Spider-Man. Несколько месяцев назад мы уже начали отмечать юбилей, поговорив об отмененном сиквеле. Но сегодня я предлагаю не только окунуться в ностальгию и отпраздновать знаменательную дату, но и взглянуть на всем известную игру с абсолютно другой стороны. Всем привет, с вами снова Спайди Санта, и вы смотрите первую часть обзора вырезанного контента из игры Ultimate Spider-Man. Давайте не будем нарушать традиции и отметим людей, без которых этого видео не существовало бы. Во-первых, это, конечно же, гений Карпат, с которым мы несколько месяцев рылись в самых потайных уголках интернета. Во-вторых, это Лайла. Без помощи этой легенды я бы не смог открыть модели из внутриигровых архивов. И в-третьих, это разработчики Ultimate Spider-Man, которые согласились пообщаться со мной, ответили на вопросы и даже поделились раритетными наработками прямиком из 2005-го. Отдельно хочу отметить художника игры Йена Хосфельда, который все это время помогал мне по частичкам собирать этот нелегкий пазл с вырезанным контентом. Давайте от всего сердца поблагодарим всех вышеупомянутых легенд в комментариях. И скорее начнем сегодняшнее видео. Чтобы структурированно и интересно преподнести весь найденный материал, я разбил обзор на две части. Сегодня мы затронем все аспекты игры, кроме персонажей и сюжета. А вот последние два пункта мы обсудим уже в следующей части обзора. Поверьте, там и правда есть о чем поговорить. Ну что ж, давайте не будем медлить и начнем с краткого экскурса в историю разработки игры. В далеком 2003 году боссам из Activision пришла в голову идея создать игру про паучка в абсолютно новом сеттинге по мотивам комиксов. И если быть точнее, они хотели наладить целый конвейер таких игр. Ultimate Spider-Man по мотивам одноименной линейки и Spider-Man Classic по мотивам линейки Amazing. Про судьбу второго тайтла я уже неоднократно рассказывал в своих прошлых роликах. Но если вкратце, Activision переоценили силы Treyarch и в итоге закинули классик в долгий ящик, вспомнив об этой идее лишь в 2008. А вот идея с Ultimate успешно пошла в работу. Трудиться над проектом начали в июне 2003. И тот Ultimate Spider-Man, в которого вы все играли, на самом деле мало что общего имеет с тем, что задумывалось на первых этапах разработки. Первая и самая важная деталь заключается в том, что игру начали делать на движке Spider-Man The Movie. На это указывают и внутриигровые текстуры, и иконка на рабочем столе после установки игры, и куча реплик с любимым Тоби Магуайром. А поскольку в The Movie не было открытого мира, его изначально не должно было быть и в Ultimate, о чем прямо пишет Крис Селезер в своем блоге. Миссии должны были проходить в ограниченных локациях по типу тех, что мы видели в The Movie. И отсюда вытекает вторая важная вещь. И это сюжет. Ведь первоначально он писался для геймплея на закрытых уровнях. В таком варианте реализации и проще было раскрывать историю, и можно было больше вести игрока по заранее прописанным скриптам. А по словам одного из разработчиков Томаса Хендерсона, выбирать миссию для прохождения мы, вероятно, могли с помощью интерактивной карты. И отсюда вытекает еще одна важная вещь. Первоначально в Ultimate Spider-Man планировали сделать нелинейное повествование, которое позже все же добралось до третьего паучка. Месяцы летели, и разработка шла по плану, пока Activision не увидели, каких успехов достигла другая команда, которая буквально за стеной заканчивала разработку Человека-паука 2. По словам Криса, в один из дней их просто пригласили на совещание и сообщили, что Ultimate Spider-Man меняет концепцию, и теперь в игре будет открытый мир. С одной стороны, это упростило задачу художникам, ведь теперь не нужно было кропотливо работать над детализацией ограниченных локаций, но с другой, это ж целый город. По словам Томаса, этот шаг
шаг создал серьезную нагрузку для команды, ведь нужно было экстренно придумывать, какими активностями наполнять открытый мир, а также дорабатывать полеты на паутине и адаптировать уже готовые механики. Но наибольший удар пришелся по сюжету. Несмотря на все попытки разработчиков сохранить нелинейность повествования в открытом мире, в конечном итоге сюжет все равно пришлось адаптировать под новые реалии, чтобы оптимизировать ресурсы команды. По словам Чарльза, решение определить последовательность миссий заранее и сделать выбор за игрока было вынужденным, чтобы уложиться в сроки. По этим же причинам команде пришлось избавиться и от сложного и глубокого повествования. Иными словами, если та или иная сцена глобально не двигала основной сюжет, то ее также пускали под нож. Но при этом при всем хотя бы сам город не пришлось разрабатывать с нуля, ведь у команды второго Паучка уже была готовая система генерации. Под капотом у нас все та же система генерации по принципу Лего. Есть каркас здания, каждая грань имеет свой набор текстур, а дальше эти блоки просто выстраиваются и комбинируются между собой. Подробнее об этом движке я уже рассказывал в этом видео, так что не будем сейчас на нем долго задерживаться. Вместо этого давайте лучше заглянем за кулисы к Vicarious Visions, которые параллельно Treyarch разрабатывали младшую версию игры. Если вы смотрели историю разработки третьего Паучка, то вы наверняка помните, что Vicarious пилили свои версии по методичке Treyarch. То есть для младшей версии копировали контент из старшей настолько глубоко, насколько это позволяло железо консоли. И поскольку открытый мир для GBA и DS был непозволительной роскошью, то Vicarious его и не рассматривали. А значит, многие вырезанные из старшей версии идеи, в том числе и сюжетные, до младшей версии в итоге добрались. И пока мы с вами обсуждаем младшие версии, не могу не поделиться с вами демо-анимациями Шокера и Соболя из версии на Nintendo DS от самого Кейзи Ричардсона. Но и это еще не все. В стенах Vicarious Visions велась разработка еще одной младшей версии Ultimate Spider-Man, которая должна была выйти на PSP. Аниматор Sony Santa Maria поделился со мной подробностями, что над портом успели поработать около 6-8 месяцев, прежде чем его отменили. О причинах отмены он не сообщил, но я предполагаю, что это было связано как раз таки с добавлением открытого мира в старшую версию, ведь бюджет у Activision все-таки не резиновый. И вашему вниманию представляю эксклюзивные кадры того, как должен был выглядеть отмененный порт Ultimate Spider-Man на PSP. И на этой воодушевленной ноте мы возвращаемся обратно к нашим любимым Treyarch. И теперь поговорим о билдах, которые были скомпилированы во время разработки игры. На данный момент известно о существовании двух играбельных билдов от 20 июня и от 8 октября 2005 года. Главная ценность обоих билдов — это, конечно же, дебаг-меню, с помощью которого можно и путешествовать по локациям, и подрубать различные фичи, большую часть которых вы наверняка уже видели на YouTube, поэтому не буду повторяться. Геймплейно в билде от 20 июня ничего сверхинтересного нет. Первое, что нас встречает в этом билде, это местами сырой, но уже готовый город, в котором нет полноценно рабочих активностей. Сюжетные миссии тоже готовы только из начала сюжета. В них, конечно, есть небольшие отличия по скриптам и эффектам, но я не хочу этим душнить в рамках данного обзора. Если вы хотите подробнейший и покадровый обзор билдов, то дайте мне об этом знать в комментариях. С октябрьским билдом дела обстоят еще хуже, поскольку около 80% файлов было утрачено. И единственная доступная для изучения карта — это промо-комната для демонстрации персонажей, которая активно использовалась при создании промо-материалов. Здесь, кстати, можно посмотреть на Origin Паучка и Питера с симбиотической рукой из вступительного ролика. Вообще, если быть честным, в этих билдах можно найти больше интересных вещей, особенно во внутриигровых файлах. Но их мы подробнее обсудим в следующих разделах. И на этом с билдами мы еще не закончили, потому что косвенно известно о существовании еще как минимум двух
билдов. Первый из них — это прототип, в котором еще отсутствует открытый мир. Крис поделился в своем блоге, что в этом прототипе была демонстрационная миссия, в которой Питер сидел у себя дома и смотрел новости, из которых внезапно узнавал о некой угрозе, после чего он выпрыгивал из окна и мчался навстречу приключениям. И я думаю, Крис говорит о той демонстрации, которую вы видите прямо сейчас. Ее, кстати, в итоге адаптировали и переиспользовали в открывающей катсцене. В том же портфолио Джона Лауфа можно найти еще одну демонстрацию анимационных панелей, на которой Паучок сражается с ранней моделькой Венома без глаз. По словам Криса, эта миссия была необходима не более чем для демонстрации анимационных панелей, а вот другая миссия в том же прототипе уже демонстрировала геймплейные элементы. Это была самая первая миссия, которую создали для Ultimate Spider-Man, и проходила она в Чайнатауне. По словам все того же Криса, нам необходимо было поучаствовать в челлендже по спасению людей, среди которых была девушка под машиной. Скриншоты из этой миссии, кстати, можно найти в официальном Strategy гайде, но их мы подробнее разберем чуть позже. И последний вероятный билд, о котором известно на момент записи видео, был скомпилирован примерно в мае 2005-го. На кадрах демонстрации с E3 мы видим, что город находится почти на той же стадии готовности, как в июньском билде. Луч для запуска миссии имеет синий цвет, как в промо-футажах. Перед запуском миссии появляется подтверждающее окно, а из самих миссий для Паучка готово как минимум S03 с носорогом и две миссии для Венома: V03 с охотой на Брока и V08 со схваткой с Электро. А еще здесь ранняя версия меню, но его мы разберем чуть позже. Помимо прочего, в игровых файлах можно найти оставшиеся строки из этого билда, среди которых есть текст из раннего обучения. И согласно этим строкам, раньше Паучок мог автоматически забираться на стены, когда мы в них упирались. Также в файлах остались строки от тестовых городских событий, в которых нам предлагалось запутать паутиной несколько головорезов и собрать 8 секретов. Если честно, я не знаю, сохранились ли последние два билда хоть у кого-нибудь, но мы обязательно добавляем их в чек-лист билдов, слив которых мы ждем всем сообществом. А то что-то уже давненько не сливали ничего интересного по паучьей игровой франшизе. К июньскому билду мы еще вернемся позже, а сейчас давайте поговорим о вырезанных механиках. И начнем мы с одной из самых загадочных механик, а именно с водонапорных башен. Суть их заключалась в том, что в рамках геймплея за Паучка существовал интерактив, в котором нам необходимо было тушить пожары с помощью водонапорной башни. Часть конструкции становилась интерактивной, и после взаимодействия она опрокидывалась, а изнутри начинала течь вода. И в игровых файлах даже остался звук той самой бегущей воды. В свою очередь Веном мог взаимодействовать с этими башнями и швырять их в противников. А назвал я эти башни загадочными потому, что я до сих пор не понимаю, почему их вырезали. Возможно, в случае с Веномом башни банально баговались, а вот в случае с Паучком, как предположил анонимный разработчик, команде могла не понравиться анимация бегущей воды. Следующая вырезанная механика — это более активное использование комиксных панелей в игровом процессе. Во-первых, мы должны были видеть больше всплывающих плашек. В частности, поедание людей Веномом всегда дублировалось в отдельном окне. А во-вторых, наш экран и вовсе мог разделяться на несколько частей прямо во время геймплея, фокусируя наше внимание на определенных деталях. И выглядит все это, конечно, безумно круто, но это буквально убивало FPS, что прекрасно видно на примере эмулятора. Об этом также говорили и сами разработчики в интервью G4. Им пришлось не просто сократить количество панелей, но и даже предварительно отрендерить некоторые катсцены, чтобы снизить нагрузку на процессор. А мы двигаемся дальше. И сейчас я предлагаю вернуться к июньскому билду и рассмотреть найденные там механики. Во-первых,
анализируя дебаг-меню, можно прийти к выводу, что в Ultimate Spider-Man планировали реализовать уровни сложности, что в целом неудивительно, учитывая связь этой игры с The Movie. Во-вторых, в меню пауза существовало целых два дополнительных раздела — награды и статистика. Раздел с наградами содержал аналог ачивок, которые на оригинальный Xbox в те времена еще не завезли. Что конкретно давали за выполнение этих ачивок, информации нет, но я предположу, что за их открытие нам начисляли дополнительные очки героя. В свою очередь, раздел со статистикой содержал скучный набор статистики. Сколько мы пролетели, пробежали, пропердели, ну и так далее. Но есть в этом разделе и кое-что интересное. Первая находка здесь — это пункт, говорящий о том, сколько галлонов паутины мы использовали. И опять же, вспоминая о связи Ultimate и The Movie, мы приходим к выводу, что первоначально у Питера в Ultimate Spider-Man могла заканчиваться паутина, а пополнять ее мы могли путем подбора фиолетового жетона, который вы видите на этом скриншоте из Strategy гайда. Вторая находка в разделе статистики — это забавные счетчики, которые разработчики создали забавы ради. Один из них отражал, сколько детей родилось у членов команды во время разработки игры, а второй отражал, сколько писем ежедневно приходило на почту ведущему дизайнеру. Продолжая анализ билда, можно наткнуться на еще одну вырезанную механику, которая была связана с покупкой улучшений за очки героя. И я так полагаю, она тоже перетекла из второго паучка вместе с открытым миром. По ходу игрового процесса мы должны были получать очки героя, счетчик с которыми отображался в левом верхнем углу, а затем мы могли их тратить в специальном магазине улучшений. По аналогии со вторым паучком, магазин представлял собой перечень доступных и недоступных для покупки товаров с возможностью посмотреть их описание и стоимость. В свою очередь, текущий прогресс прокачки героя отображался в еще одном вырезанном разделе под названием «Статус героя». И если мы обратимся к билду, показанному на E3, то увидим не только заветный раздел со статусом героя, но и раздел Game Status, который, вероятно, является все тем же разделом со статистикой, но просто имеет другое название. Что же касательно самих апгрейдов, в игре планировали сделать 3 категории улучшений: апгрейд героя, апгрейд комбо и апгрейд перемещения. По апгрейду перемещения все понятно. Мы должны были улучшать скорость перемещения на паутине и, возможно, покупать какие-нибудь воздушные трюки. По апгрейду героя вопросов в целом тоже нет. В этой категории были плюшки, связанные со здоровьем Питера и емкостью его веб-шутеров. А вот что по поводу улучшения комбо-системы? Ведь единственное улучшение, которое доступно на релизе, это увеличение цепочки ударов. Но не слишком ли этого мало для целого магазина улучшений? Вопрос справедливый, поэтому пришло время поговорить про боевую систему. Стоит отметить, что аниматоры, которые работали над Ultimate, позже работали над третьим паучком. В частности, среди таковых был уже знакомый вам Джеймс Захари. Именно поэтому некоторые анимации для комбо-системы, которые первоначально создавались для Ultimate Spider-Man, были в итоге перенесены в третьего паучка. Например, вот эта анимация. Движение вроде из тройки, но моделька из Ultimate. Здесь мы видим уклонение до боли похожее на уклонение из все той же тройки. А на этой анимации, ну уж очень сильно проглядывается ульта паучка Магуайра. И получается, что вся эта насыщенная и красочная комбо-система планировалась еще для Ultimate. И мало того, она должна была выглядеть более комиксно, с меньшей привязкой к реализму. Например, на этой анимации мы видим, как паучок собирает всех плохишей в кучу и жонглирует ими в воздухе. А здесь он запутывает противника в кокон и выбивает им самый настоящий страйк. Но также была и попытка в кинематографичную и бесшовную серию комбо, которую вы видите на данной зарисовке от анонимного художника. А на этом арте покадрово показаны изящные движения паучка во время боевки, склеенные в один рисунок.
Тот же анонимный художник прислал мне еще одну раскадровку того, как паучок мог оглушать противника. Помимо прочего, на промо-дисках можно найти огромное количество похожих анимаций. Здесь у нас и обычное швыряние противника, и швыряние с предварительным подкатом, и добивание с запрыгиванием на плечи, и заматывание невидимого противника в движении. А напоследок держите вот такую анимацию с одновременным добиванием двух противников. К слову, у Венома тоже есть немного интересных анимаций. Например, вот так мы могли добивать противника с помощью своих тентаклей, а вот так мы могли его оглушать. И еще есть вот такая сырая анимация поедания людей. Как же он в конце кайфует. В целом, на этом с боевой системой можно заканчивать. Конечно, я мог бы еще покадрово разобрать все анимации ударов, которые встречаются в Behind the Scenes и прочих промо-материалах, но давайте будем честны, это уже слишком задротский контент, даже для меня. Поэтому мы плавно переходим к обзору интерфейса. И начнем мы с обзора HUD. На этом скриншоте из Strategy гайда можно увидеть ранние хелсбары для Паучка и Венома. Причем хелсбар Питера в измененном виде в итоге добрался до младшей версии игры на Nintendo DS. Помимо хелсбаров, здесь еще красуется ранняя версия модального окна, которая сообщает нам о проваленной миссии. На следующем скриншоте из Strategy гайда можно приметить другой интерфейс для интерактивов. Во время игры мы должны были видеть не просто восклицательный знак, а иконку с типом события, и общий таймер отображался отдельно в правом нижнем углу экрана. Также на промо-диске можно найти две демо-анимации, которые демонстрируют, как первоначально должны были выглядеть подсказки в нижней части экрана. Теперь предлагаю поговорить про дизайн самого меню. В Strategy гайде можно найти два концепт-арта меню настроек. Первый арт выглядит ярко, стильно, молодежно, с элементами граффити. А вот второй арт уже более строгий, с белым обрамлением. Видно, что при создании этого концепта разработчики уже руководствовались практичностью, нежели стилем. Но на релизе художники и инженеры в итоге пришли к компромиссу. В свою очередь, меню с бонусами тоже было достаточно сильно переработано. Во-первых, некоторые разделы имели другие иконки. Например, у раздела с персонажами была иконка, которая на релизе красуется у лимитированного издания. А разделы с костюмами и локациями и вовсе имели абсолютно другие иконки. Сравнение всех иконок вы видите прямо сейчас. Во-вторых, вместо пункта Limited Edition был раздел с миссиями. И судя по данной иконке, либо мы могли просматривать красочные арты от Йена, либо мы даже могли перепроходить сами миссии. И теперь более подробно пробежимся по каждому из пунктов. В Strategy гайде можно найти один из вариантов дизайна раздела с персонажами. И, знаете, выглядит он капец как стильно и круто. Мне он даже понравился гораздо больше того, что мы получили в итоге на релизе. Помимо прочего, у каждого персонажа отображалось досье, которое содержало информацию о настоящем имени, псевдонимах, роде деятельности, идентификации, месте рождения и известных родственниках. Но в текстовых файлах, к сожалению, разработчики успели заполнить досье только на 3 злодеев. И их вы видите на экране. Раздел с концепт-артами тоже визуально отличался. И самое примечательное на этом арте то, что судя по значку с паучком, мы должны были покупать концепт-арты за очки героя. Галерея с артами тоже была немного изменена, но здесь особо ничего интересного нет. Разве что мы также здесь видим стоимость каждого арта. Теперь давайте посмотрим на раздел с костюмами. Изначально у каждого костюма был указан комикс, в котором костюм впервые появился. И если мы посмотрим на список костюмов из ранних билдов, то обнаружим, что первоначально Питер с голым торсом также был доступен в свободной игре. И наконец, последний раздел — локации. Раньше каждая локация имела свое собственное описание. Конечно, большинство описаний достаточно скучные, но некоторые выдавали больше лора и отсылок к комиксам. Например, у моста Квинсбора была пометка, что именно с этого моста Гоблин пытался сбросить МД. Также мы видим, что изначально один из жетонов был расположен в Мидтауне,
а не у школы Питера. А еще, судя по этим строчкам, был вырезан жетон с Трискелионом. И если мы взглянем на иконки локаций из июньского билда, то обнаружим, что многие из них достаточно сильно отличаются либо по ракурсу, либо по времени суток. И здесь есть не только иконка вырезанной локации с Трискелионом, на которой явно замазано что-то интересное, но и ранний взгляд на статую свободы без текстур. И раз уж мы с вами начали говорить про город, то предлагаю разобрать его подробнее. Несмотря на то, что открытый мир свалился на команду разработки словно снег на голову, талантливые работяги из Treyarch всеми силами постарались создать настолько живой город, насколько это было возможно. И, к большому сожалению, как это часто бывает с разработкой проектов в сжатые сроки, многие интересные идеи пришлось вырезать. Сперва давайте поговорим про районы и локации. И, конечно же, первая вещь, о которой я упомяну, это район Бруклин с примыкающим к нему Кони-Айлендом, которые разработчики планировали добавить в Ultimate Spider-Man. На данном концепт-арте вы можете видеть, как могла выглядеть восточная река между Манхэттеном и Бруклином. Помимо Бруклинского моста и моста Квинсборо, также должен был быть и третий железнодорожный мост. И все три моста проходили через подобие острова Рузвельта. А вот на этом арте, похоже, мы видим ту самую военно-морскую верфь из поместья Осборна, которая располагалась на берегу Бруклина. Но опять же, давайте не будем сейчас на этом долго задерживаться, ведь карту вырезанного района я уже подробно разобрал в предыдущем видео. Среди других вырезанных островов я могу отметить острова Райкерс и Трискелион, которые были доступны для полноценного геймплея. Причем, судя по этой статье, наработки Трискелиона даже демонстрировали на E3. А в игровых файлах есть реплики, которые Паучок должен был произносить, когда мы прибывали на базу Ultimates. There it is, the Triskelion, the world-famous home of the world-famous Ultimates. Nick Fury, Captain America, Iron Man, Thor, some other people I can't think of right now. Но, по словам Томаса, создание новых островов было слишком ресурсозатратным. На каждый новый остров нужно было поместить огромное количество дополнительных ассетов, вроде жетонов, гонок, банд и кучи всего остального. Поэтому Treyarch банально не успели доделать ни Бруклин, ни Райкерс, ни Трискелион. Про последние два острова мы более подробно поговорим во время обзора сюжета. А сейчас давайте двигаться ближе к Манхэттену. На экране вы видите концепт-арт верхнего Вестсайда, который глобально не особо отличается от релиза. Низкие рядные дома, узкие улицы, приглушенные тона. Но интереснее всего то, что по соседству с верхним Вестсайдом должен был располагаться вырезанный район адской кухни. Да, друзья, тот самый район, на страже которого стоял наш с вами любимчик Сорвиголова. И когда мы залетали в адскую кухню, Паучок должен был произнести одну из следующих реплик. Hell's Kitchen. This is where that creepy daredevil hangs out. The man without fear. I need a slogan. Kid without a decent costume. Следующий концепт-арт относится к центру Манхэттена, Мидтауну. Над облаками возвышаются величественные небоскребы, верхушки которых рассеивают золотистый закат. Задумка выглядит безумно красивой, но, вероятно, она была достаточно требовательной к железу. И я вам показываю этот арт, потому что среди всех этих зданий должна была красоваться башня Фиска, о чем мы можем узнать из реплик, которые Питер произносил на подлете к ней. And there it is. There's Fisk Tower, the Kingpin's big freaking castle, right in the middle of the freaking city. He steals and murders, and no matter what I do, Wilson Fisk always, somehow dances between the raindrops. К слову говоря, Питер произносил реплики при подлете и к другим знаковым локациям, которые есть на релизе. Среди них Daily Bugle. Ah, the Daily Bugle, the piece of crap rag of a newspaper I work for. But my job's a job, and it gives me little tips on where I need to be Spidey. But man, is J. Jonah Jameson a soulless creep. Школа. Ah, and there's Midtown High, or as I like to call it, Hell on Earth. Why is everyone so freaking cliquey and shallow and worried about what other people think of them? Who cares? Just live your life. Дом Паркеров. Home sweet home. And any other cliche I can think of. Can't believe we still live here.
even after our Uncle Ben died right in our living room. But I guess we don't have the money to move. Sanctum Sanctorum. Oh, the mysterious sanctum sanctorium of the mysterious Doctor Strange, master of the mystic arts. Or so he says. Guys on Letterman once a week. I'm not all into that magic, superstitious hocus-pocus. И многие другие локации, которые соответствуют жетонам с достопримечательностями. Но помимо красивых экстерьеров, в городе также есть и не менее красивые интерьеры, которые мы посещаем по ходу игры. В портфолио Чада Джонса, кстати, даже есть рендеры некоторых из этих локаций. И среди всех интерьеров были вырезаны две школьные локации. Первая локация — это вырезанный учебный класс с партами, доской и различными плакатами. А вторая локация — это вырезанный школьный коридор с фейковой лестницей, входами в класс и локерами учащихся. И тут вот, кстати, даже, похоже, есть открытый локер самого Питера. По словам Йена, эти локации использовались в катсценах для большего раскрытия лора школьной жизни Питера. А по словам Криса, от них отказались банально для оптимизации разработки, ведь ничего существенного эти сцены в сюжет банально не привносили. И казалось бы, такой огромный город, он должен быть похож на муравейник, в котором постоянно что-то происходит. И разработчики действительно искренне пытались достичь такого эффекта. По первоначальной задумке, взаимодействовать можно было буквально с каждым пешеходом. Когда мы запрыгивали на крыши автомобилей, водители на нас закономерно ругались. I'm late for a date. Move it. Yeah, you're adorable. Now get out of my way. Hey, didn't your mother ever teach you not to play in the street? Когда мы пролетали мимо мойщика окон, он жаловался, что ему опять нужно отмывать окна от нашей паутины. You know, these webs are impossible to clean off. I should sue that guy. You know, I saw Spider-Man once. Люди могли вообще не узнать, кто их спас, и они пытались угадать, что же мы за черт в маске. Hey, is that Spider-Man or Speedball? I can never keep these guys straight. Hey, is that Spider-Man or Darkhawk? I mean, they all look like guys in pajamas to me. Однако, если они нас узнавали, то они могли как похвалить наши действия, Go, Spidey! Spidey, can I have your email? You're not a freak after all. так и обрушить на нас свой гнев. Spider freak! Loser man, quit leaving that webbing crap everywhere. А еще были пешеходы, которые очень забавно реагировали на преступников, проявляя всю свою отвагу. My brother is the Scorpion, and he is gonna kick your ass. И, конечно же, куда же без наших любимых бомжей. Все верно, друзья, в Ultimate еще задолго до тройки их тоже пытались поселить в город. Hey, you're gonna at least look at me. I'm a person too. I'll read your poem for $1. You got some change for this? На улицах Нью-Йорка постоянно происходила какая-то движуха. На крышах в пентхаусах отжигали молоденькие студенточки. Spin the bottle. How old are you? Where are the chips? Whoa, baby. Time to get your groove on. По одним улицам бегали доставщики, которые сомневались в правильном выборе своей профессии. Hey, watch where you're going. I should have gone to law school like my mom's wanted. I'm beginning to hate the smell of pizza. А на других улицах стояли продавцы газет, которые формировали мнение жителей Манхэттена. Extra, extra, read all about it. Reed Richards seen canoodling Madonna. The Ultimates save us from them beating each other up again. Exclusive. Kingpin's still fat. На городских улицах были и многочисленные тележки, в которых что-то продавали. На релизе единственная такая тележка — это тележка с хот-догами. Однако изначально существовало несколько видов таких тележек, и у каждой был свой разговорчивый продавец. I got your hot dogs. What kind of meat is it? What kind of question is that? Me? No. Nah, I'm a vegetarian. Например, еще была тележка с кофе, Coffee, $3. Cream and sugar free. Half mocha, mocha chocolate. I'm really an actor. тележка с мороженым, Ice cream, 51 flavors. Come on. Yogurt is for girlies. I hate my life. I should have finished high school. и тележка с надувными шарами. Balloons. Any color. Hey, ladies.
You like a guy with a fistful of balloons? Причем последняя ближе всего подобралась к релизу. В игровых файлах осталась модель как самой тележки, так и модель надувного шарика, которые можно было купить у этой самой тележки. И задумка-то на самом деле потрясающая. Город буквально жил своей отдельной жизнью. Вы только вдумайтесь. У NPC даже были свои чувства, свои переживания. Каждый из них играл свою определенную социальную роль. И мне, безумно грустно, что из-за сроков разработки пришлось превратить такой живой город в почти бездушный набор коробок. Но интерактивные неписи — это не единственное, что наполняло город. У нас еще были и городские события, большую часть которых также благополучно подрезали. Поэтому предлагаю их сейчас и обсудить. И начнем мы разговор с отдельного вида активностей, которые именовались как мини-игры и имели вот такую иконку на карте. Запускать их можно было через отдельные токены, и они были чуть более сложнее и продуманнее, чем рандомные городские ивенты. Первая из таких мини-игр — это Паучье такси. В игровых файлах можно найти ее описание, которое гласит, что нам необходимо было подбирать случайных прохожих и вести их в пункт назначения прямо на своих плечах. Судя по всему, запускать эту мини-игру мы могли с помощью отдельного токена, который вы видите прямо сейчас. Также на карте существовали и отдельные метки для точек начала и конца маршрута, которые имели вот такие иконки. А за успешное выполнение всех миссий по развозке жителей нам выдавали отдельную награду. Помимо прочего, в игре даже остались реплики прохожих, которых мы должны были катать. Let's go, Spidey, let's go! I need to get somewhere to hurry! Taxi! Or Spidey! Either one! Но что самое интересное, они еще и могли на нас злиться. Hey, Spidey, you going my way? Spidey, get over here! I need a ride now! Come on, let's go! Слушайте, а вам ничего это не напоминает? Похоже, что сейчас перед нами прямой прототип легендарных прогулок с МД из Третьего Паучка. Следующая мини-игра — это кража машины. Судя по описанию, члены банды крали несколько автомобилей, а нам необходимо было найти их всех, остановить и затем обезвредить бандитов. И в файлах игры даже остались реплики граждан, но среди них нет ничего суперинтересного. Oh no, not again! Not my car! I just bought it. This is my brother's car. Now I'm gonna be late. What is wrong with people? Пешеходы просто реагировали на украденную машину. Еще одна мини-игра — это подрывник, в которой нам необходимо было просто обезвреживать бомбы. И последняя мини-игра — это побег из тюрьмы. Ее суть заключалась в поимке преступников на время. А теперь поговорим о рандомных городских событиях, которые генерируются в открытом мире. Их полный перечень вы видите прямо сейчас. И красным я отметил те события, которые были вырезаны. Давайте быстренько по ним пробежимся. Вырезанное событие PN02 засада представляло собой тот самый интерактив с тушением пожаров с помощью опрокидывания водонапорных башен, что подтвердил сам Томас в личной переписке. Событие PN05 с ограблением грузовика, конечно, в игре есть, но я хочу вам показать концепт-арт предметов, которые могут заспавниться в рамках этого события. Событие PN10 атака на машину было вырезано, и, судя по названию, вероятно, бандиты просто атаковали гражданские автомобили, а мы их останавливали. Событие PN11, в котором мирный водитель потерял контроль над автомобилем, в игре присутствует, но, судя по найденному арту, если мы вовремя не останавливали машину, то она могла плюхнуться в воду, и мы проигрывали ивент. А вот вырезанное событие PN16 скрывает в себе что-то более интересное. Судя по названию, это была какая-то тестовая игровая площадка, в которой спавнились солдаты щита, которых можно найти в архиве миссии. Как минимум, это могла быть площадка для тестирования комбо-системы, анимации которой мы сегодня уже обсуждали. Но как максимум, это могла быть площадка для теста новых фич, в том числе и для отмененного сиквела. В игровых файлах можно найти измененную модельку агента щита, который одет в костюм тех же цветов, что и шорты у Гоблина. Но мало того, в том же архиве есть текстуры огненных шаров,
которыми на релизе разбрасывается Осборн. Получается, что таким образом разработчики могли тестировать миньонов Гоблина перед началом разработки отмененного сиквела. Но и это еще не все. Судя по данным строчкам, в этой миссии также тестировали и механику объединения с другими персонажами. В частности, уже здесь мы могли объединиться с Росомахой и вместе надрать зад противникам. Теперь плавно перейдем к событиям с префиксом SH. И начнем мы с ивента SH03 «Кража сумки». Геймплейно это событие не было изменено, однако технически, во-первых, вырезали надпись, обязывающую нас вернуть украденную вещь владельцу, а во-вторых, вырезали реплики. Первоначально и жертва просила о помощи, Take the money, but that's my favorite purse! и бандиты оправдывались перед паучком, It's my sister's purse. и сам Питер стеснялся летать по городу с женской сумочкой. I can't believe I'm carrying a purse around New York City. Seriously, there has to be something better than aimlessly swinging around New York City with a woman's purse. Событие SH06 Harassment было вырезано, и похоже, что его просто перенесли в миссию S02. Судя по всему, в рамках данного события группа бандюганов загоняла жителей в условный темный переулок и харасила их. Все. В файлах игры, кстати, даже остались реплики к этому ивенту. Maybe you didn't hear. This is our street now. You want to get by, you pay up. You think you're tough? I think this guy wants a beatdown. Событие SH08 ограбление магазина также было вырезано. И судя по названию, я думаю, вам понятна его суть. Я думаю, что именно воплощение этого вырезанного ивента мы в итоге увидели в миссии S03. Кстати, в игровых файлах остались реплики продавца для этого ивента. I think someone has been stealing my clothes. My stories are on. I hope I get a glimpse of Thor. Событие SH10 вандализм тоже не добралось до релиза. И, исходя из названия, мы просто встречали бандитов, которые или рисовали, не знаю, граффити, или крушили какие-нибудь условные мусорки. И, наконец, последнее вырезанное событие SH11 Шарик — это тот самый легендарный ивент из Второго Паучка с поимкой воздушного шарика. Причем готово было все. И тележка с шариками, и сам шарик, но, судя по всему, ивент решили вырезать, потому что разработчики уже успели получить фидбэк от геймеров, поигравших в Человека-паука 2, которых этот шарик изрядно подбешивал. Что же касательно причин, по которым вырезали перечисленные городские события, то тут все просто. Томас мне рассказал, что все случайные события являются полупроцедурными, и иногда реализация на первый взгляд простых ивентов превращалась в трудоемкую задачу. Так что отказ от сложных и наименее важных событий — это всего лишь оптимизационный шаг, чтобы, опять же, успеть выпустить игру в заявленные сроки. Теперь поговорим о другой городской активности, а именно о гонках. Во-первых, первоначально существовала другая механика открытия гонок. Очередная гонка с Джонни открывалась лишь после прохождения всех гонок определенного уровня сложности. То есть, смотрите, прошли все простые гонки, а открыли простую гонку с Джонни. Прошли все средние гонки, а открыли среднюю гонку с Джонни. И далее по аналогии. Также суммарно гонки считались пройденными лишь тогда, когда мы закрывали и все стандартные гонки, и все гонки с Джонни. То есть они были жестко связаны между собой, что в первую очередь влияло на вырезанные разделы с наградами и статистикой. Во-вторых, мы видели более сложную статистику по времени прохождения гонок. Игра за нас высчитывала, сколько нам нужно было сэкономить секунд, чтобы побить собственный рекорд или получить новую медаль. Вообще вроде бы и бесполезная задумка, а вроде и звучит как очень полезная фича для заядлых геймеров, желающих выбить платину во всех гонках. И, наконец, в-третьих, были вырезаны некоторые цели в гонках. Пройти сквозь сферу или обруч — это задачи, которые просто выключили, чтобы они не задалбывали каждый раз. Тут все понятно. А вот раскачка на столбе — это целый отдельный вырезанный трюк. Судя по текстовым строкам, нам необходимо было не просто прикрепляться к столбу, но и раскручиваться на нем в течение определенного времени. И тут мы приходим к выводу, что из Ultimate Spider-Man было вырезано раскачивание на фонарных столбах.
хоть в геймплейных роликах и можно встретить демонстрации, как это должно было выглядеть, но лично мне не удалось затриггерить такой трюк ни в обычной, ни в лимитированной версиях. Про гонки мне больше сказать нечего, поэтому теперь буквально пару слов о бандах. В портфолио Йена можно найти концепт-арты членов группировок, а в игровых файлах можно найти арты и их оружие. Но ни оружие, ни враги никак не были изменены. И в целом добрались до релиза в таком же виде. Из интересного я могу еще упомянуть, что раньше банда Мэйхуа Бэнг называлась Футу Бэнг. Но, как говорится, а кому не пофиг. Еще одна городская активность — это сбор жетонов. Ранее я уже упоминал, что некоторые жетоны с локациями были вырезаны, но помимо прочего был изменен и внешний вид как минимум секретных жетонов. Ну и анализируя текстовые строки, мы можем заметить, что ранее комиксные жетоны назывались жетонами Marvel, а жетоны достопримечательности назывались просто живописные жетоны. Фух, про активности Питера вроде все рассказал. Но вы не забывайте, что есть же еще геймплей из-за Венома в открытом мире. И в этом режиме нас тоже лишили некоторых интересных активностей. И начну я с доступного на релизе Rampage режима. И сразу вопрос: а вам не казалось странным, что на максимальном уровне розыска к Веному приезжают солдаты щита на пикапах Sable? Вот и мне показалось. Поэтому я озадачился этим вопросом и во внутриигровых файлах нашел неиспользованные грузовики щита, на которых и должны были приезжать за Броком в рамках этого режима. Но поскольку геймплей за Венома добавляли уже на последних этапах разработки, я думаю, команде просто банально не хватило времени на создание новых ассетов. Но самое интересное, что у Венома, по аналогии с Паучком, также существовали свои мини-игры в открытом мире. И первая такая игра — это бросание машин, режим цели. Тут нам необходимо было уничтожить определенное количество машин за отведенное время. Следующая мини-игра — это бросание машин, режим на время. Здесь нам необходимо было уничтожить как можно больше машин, прежде чем истечет время. Еще одна мини-игра — это бросание машин, режим выживания. В рамках данной игры нам необходимо было уничтожить как можно больше машин, пока мы не умрем от своего же костюма. И последняя мини-игра — это время полакомиться. Ее суть заключалась в том, что нам необходимо было скушать как можно больше людей, пока не истечет время. И все эти мини-игры сопровождались надписями, которые вы видите прямо сейчас. И знаете, все перечисленные активности было бы не так весело проходить, если бы нас не сопровождал бодрый и мелодичный саундтрек от композитора Кевина Монтеи. Поэтому именно его я и предлагаю обсудить следующим. И на самом деле я решил немного схитрить. Про саундтрек, собственно, информации не так и много. Поэтому в рамках этого раздела я решил попутно рассказать еще и об интересных аудиорепликах, которые мне удалось найти. Например, в аудиофайлах есть тестовые дорожки для проверки звука 1, 2, 3, 4. и тестовые реплики для имитации ударов. Bow, takes damage. Bow, attack. Bow, high morale. Bow, low morale. Также в файлах игры можно найти тестовый голос MJ. Forget it. I was gonna tell you about Shocker, but you're obviously busy sulking. И забавную шуточную реплику от актера озвучки Питера. Hi, I'm actor Sean Marquette. For more information about genetic symbiotes, consult your local library. Remember, if you find yourself faced with a symbiotic monster, do not try to engage it directly. And no matter what you read online, it is not a good idea to try to tickle it. Thank you. И теперь, наконец, давайте поговорим про сам саундтрек. На просторах интернета можно найти полное официальное издание саундтрека от самого Кевина Монтеи, и в нем есть несколько интересных моментов. Первая деталь заключается в том, что, судя по названию композиции, первоначально саундтрек должен был содержать в 2, а то и в 3 раза больше треков, чем в итоге добралось до релиза. Как я это понял? А все просто. Многие оригинальные композиции на релизе просто разрезаны на мелкие дорожки и переиспользованы в разных миссиях. Например, на релизе в самой первой миссии играет тема из финальной битвы, хотя первоначально должно было играть что-то более мрачное.
Узнаете тему из миссии с Гоблином? А вот вам и фигушки! На самом деле это все один огромный трек из миссии с носорогом. Тема, которая играет во время сражения Венома с жуком, тоже не оригинальная и является частью саундтрека, который предназначался для миссии с Росомахой. Но мало того, в этом издании даже есть 4 бонусных трека, которые не попали на релиз. Они представляют собой различные миксы, которые должны были играть в открытом мире. А еще, кстати, у этого и у этого трека можно услышать альтернативное начало. И на самом деле тут есть еще очень много интересных треков. Например, тут есть треки из катсцен, которые в игре тяжело расслышать из-за диалогов. А для некоторых тем тут и вовсе представлены их расширенные версии. В общем говоря, я настоятельно рекомендую ознакомиться с полным изданием саундтрека, которое я выложил в отдельном видео. И у вас, друзья, наверняка в голове возник закономерный вопрос. А если изначально у каждой из миссий должна была быть своя собственная музыкальная тема, то остались ли их демки в игровых файлах? И да, друзья, они остались. Например, в файлах игры можно найти демку для миссии с погоней за жуком, демку для миссии со схваткой с гоблином, демку для миссии, в которой нас похищает Сейбл, и демку для первой миссии из сюжетной линии Брока. Также в файлах еще можно найти демо-версию заглавной темы из меню, ранний вариант звука, который проигрывался во время смерти Венома, и большое количество записей, которые играли во время нашего геймплея в открытом мире. Если я начну показывать их все, то мы тут задержимся надолго. Так что, друзья, весь демо-саундтрек я также выложил в отдельном видео. И казалось бы, сейчас пришло самое время обсудить персонажей и ранний сюжет, но контента там получилось достаточно много, а 2,5 часа, я боюсь, вы не просидите. Поэтому оставшийся вырезанный контент мы оставляем для следующей части обзора. А сейчас я предлагаю переходить к завершению. И что я могу сказать напоследок? Даже без обсуждения сюжета и персонажей мы уже видим, сколько всего было вырезано из проекта. И важный вопрос, который приходит в голову: оправдались ли ожидания Activision, когда они решили погнаться за успехом второго Паучка и добавили в игру открытый мир? Ведь если бы Treyarch
пошли по своему первоначальному пути, мы бы получили красочные и запоминающиеся локации, проработанный и глубокий сюжет без всяких этих сайд-активностей, динамичную и комиксную комбо-систему, а еще была бы плюс одна версия на PSP. А теперь вспомните, как сильно сообщество любит Ultimate Паучка, и вспомните, за что фанаты ругают игру. Все правильно. Они ругают ее за короткий сюжет, обязательное выполнение городских миссий и скучное наполнение города. То есть вы понимаете, насколько, это иронично. Activision в погоне за трендами и выручкой по сути сами отказались от того, что могло принести им безумные деньги. Вместо этого боссы настояли на добавлении открытого мира, что в итоге и создало те самые проблемы, из-за которых игра и получила спорные оценки. И тут все неоднозначно. С одной стороны, если бы команда двигалась по своему первоначальному плану, то мы бы в итоге могли получить и сиквел, и триквел, и вообще была бы у нас легендарная франшиза по Ultimate Паучку. Но с другой стороны, если бы в Ultimate не добавили бы открытый мир, то Treyarch в 2004 году не придумали бы разминирование бомб и паучье такси, а в освободившееся время успели бы реализовать зрелищную боевку и сюжетный момент с подрывом Дейли Бьюгла. И тогда в Человеке-пауке 3 мы бы не получили сюжетку с Карлайлом, прогулки с Мэри Джейн и, что самое главное, боевка в тройке тогда бы кардинально отличалась. В общем говоря, сработал бы самый настоящий эффект бабочки. Но были ли бы эти игры лучше или хуже, мы уже, к сожалению, никогда не узнаем. Но что мы знаем точно, так это то, что разработчики вложили всю свою душу в этот проект. Для них Ultimate Spider-Man был не просто какой-то очередной проходной игрой. Для них это была небольшая вселенная, в которую они возвращались снова и снова, переживая каждый день словно небольшой праздник. Несмотря на все минусы игры, команда создала поистине легендарный и ламповый проект, который фанаты помнят и чтят даже спустя 20 лет. С юбилеем, наша любимая Ultimate Spider-Man! Друзья, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, в который я уже выложил все материалы из сегодняшнего видео, а также давайте поблагодарим Йена за помощь и заглянем к нему в портфолио. А ускорить выход следующей части обзора можно, подписавшись на YouTube канал и поставив колокольчик. И тогда вы точно не пропустите вторую часть обзора вырезанного контента из игры Ultimate Spider-Man. Всем спасибо и всем пока! С вами был Спайди Санта.